Здравствуйте, друзья! Британия хочет забрать деньги богачей. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. А если вы впервые на моем канале, то пожалуйста подпишитесь на него и включите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ссылка на статью в описании. Британская группа Tax Justice Network, занимающаяся финансовой аналитикой, опубликовала примечательный доклад. Согласно ему, в западных банках и офшорах накопился колоссальный объем иностранных средств, полученных в результате отмывания нелегальных доходов и ухода от налогов, до 32 триллионов долларов. Это капиталы представителей крупного бизнеса России, Южной Кореи, Бразилии, Кувейта, Мексики, Венесуэлы, Аргентины, Индонезии, Саудовской Аравии, Китая, Малайзии, Таиланда, Украины, Казахстана, Азербайджана и других. Английские аналитики сравнили эти накопления с размером суммарного государственного долга США и Великобритании – около 24,8 триллиона долларов, и пришли к выводу, что эти суммы коррелируются. Подразумевать под этим словом можно одно – конфискацию иностранных активов ввиду незаконности их происхождения с целью обеспечения внешней задолженности. На первый взгляд подобный сценарий мог бы показаться фантастическим, но юридический прецедент уже создан. Доклад британской группы словно невзначай совпал с принятием закона о криминальных финансах. Согласно этому документу, правоохранительные органы наделены правом арестовывать любые иностранные активы без всякого суда. Для этого достаточно просто предъявить ордер о неподтвержденном богатстве. Формально собственник имеет право после этого объяснить происхождение своих средств. Но на практике такие объяснения никого не интересуют. Подтверждением этому стали первые же аресты иностранных активов в рамках принятого закона. Они затронули российских миллиардеров. То, что страна, провозглашавшая на протяжении столетий неприкосновенность частной собственности, отбросила принцип презумпции невиновности и занялась конфискацией, само по себе является нонсенсом. Но самое абсурдное то, что все мошеннические схемы по отмыванию капиталов и уходу от налогов были придуманы самими же англосаксами. Они же и вовлекли в них иностранцев. Начало было положено еще в XVI веке, когда с распространением протестантизма в Англии удалось переформатировать сознание британского общества. Навязанная британцам протестантская этика в ее радикальной версии объявила высшей добродетелью стремление к неограниченному обогащению, сняв всякие религиозные запреты с ведения коммерческой деятельности. Под воздействием этой коммерциализации сознания у англичан сформировался особый взгляд на мир. Они везде, в любом занятии стали искать максимальную материальную выгоду. К тому времени в руках королевского двора оказалось огромное имущество за счет конфискации собственности католических монастырей. Часть этого имущества была передана в распоряжение общества, у наиболее влиятельных граждан которого сразу же возник соблазн пустить эти средства в оборот. Тогда же обнаружилось, что в силу удобного географического положения наиболее прибыльным занятием является международная торговля, а наиболее привлекательным регионом для нее – Азия. Для установления с ней коммерческих связей британские купцы и стали объединяться в торговые компании, которые по своей организационной форме оказались предшественниками акционерных обществ. Первоначальный капитал этих компаний формировался за счет вкладов участников. Вначале в торговых компаниях участвовали исключительно британцы, но затем стали вовлекать и иностранцев. Хотя на иностранных пайщиков нередко перекладывали коммерческие потери, тем не менее участие в будущих АО все равно было крайне выгодным. Прежде всего потому, что в Англии была достаточно лояльная налоговая система. Это позволяло торговцам оставлять значительную часть прибыли себе. Объяснялась такая лояльность государства достаточно просто. Правительство, объявив свободу предпринимательства, одновременно отказалось от каких-либо социальных расходов. И это тоже был результат господства протестантской этики, характерной чертой которой, в отличие от католицизма или православия, было негативное отношение к благотворительности. Другим важным фактором стало то, что коммерческая деятельность британцев постепенно стала приобретать характер посредничества. Торговля свелась к транзиту товаров, при которой расходы на развитие логистики фактически перекладывались на местные власти. В качестве примера служит московская компания. Созданная едва ли не самой первой в 1551 году, она поначалу занималась доставкой товаров в Архангельск, но вскоре получила от царя привилегию торговать с Персией и Китаем. Эта деятельность оказалась особенно прибыльной.
так как в процессе транспортировки своих товаров британцы ни гроша не вкладывали в создание транспортной инфраструктуры, использовали уже существующую, созданную Россией. По мере накопления капиталов, алчность англосакских торговцев все возрастала. Чтобы еще больше минимизировать затраты и максимизировать прибыль, они переключились на предоставление финансовых услуг. Торговые компании были преобразованы в акционерные общества, роль которых свелась к эмиссии ценных бумаг и найму подрядчиков. Главным же направлением деятельности вчерашних торговцев стала разработка различных схем ухода от налогов, сокрытие и легализация незаконных средств. В качестве инструментов реализации этих схем и финансового прикрытия выступили биржи и банки, к созданию которых англичане активно приступили в 17 веке. А чтобы распространить свои мошеннические схемы на весь мир, создали громадную колониальную империю. Словно спрут опутали коррупцией весь мир, а Лондон превратили в мировой финансовый центр по аккумуляции и отмыванию международных капиталов. Все это время эта спекулятивная пирамида успешно функционировала, коррумпируя и вовлекая в очередные мошеннические схемы весь мир. Парадокс заключался в том, что несмотря на все перипетии ее существования, главным ее хозяином оставалось одно и то же лицо. В Великобритании нет обязательной нормы резервирования для коммерческих банков, а главной гарантией их платежеспособности были инвестиции в недвижимость. Но все дело в том, что в англосаксонской правовой среде до сих пор действует средневековый принцип property rights. В соответствии с ним полное право собственности допускается только на движимое имущество. Вся недвижимость в стране находится в ограниченном владении, а единственным полноправным ее собственником является королева. Ей принадлежит вся земля в Соединенном Королевстве, а также все, что на ней расположено. Таким образом, раздав обществу в XVI веке часть активов, конфискованных у католической церкви, королевский двор юридически сохранил над ним контроль, а заодно контроль над созданной в результате глобальной финансовой пирамидой. Но все пирамиды рано или поздно рушатся. И если сегодня в Англии заговорили о конфискации, не значит ли это, что ее создатели заранее готовят пути отхода? Вот такая интересная статья попалась мне сегодня, и я решил поделиться ею с вами. Надеюсь, вам было интересно. А если хотите не пропустить следующие мои выпуски, подпишитесь на мой канал и отметьте колокольчик. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова.